Этот рецепт должен выглядеть по-другому, но когда я решил заменить основной продукт, я был в шоке. Я не ожидал, что получится так вкусно. Простой рецепт, простые продукты, а готовить хочется каждый день. Всем привет! Ну и для начала нам нужно будет приготовить очень простую и вкусную начинку. Две средние луковицы нарезаем на маленькие кубики, а две небольшие морковки нужно будет натереть на мелкой терке. Далее для начала нужно обжарить лук до полупрозрачного цвета. Далее в эту же сковородку добавляем полностью всю натертую морковку, добавляем любимые специи, соль, перец, еще кто что любит, и протушиваем все до готовности. Обжаренную морковку с луком отправляем в отдельную глубокую тарелку и дадим им полностью хорошо остыть. Затем в отдельную глубокую тарелку нужно будет либо на терке натереть 4 отваренных вкрутую яйца, либо же сделать так как я, размять их очень хорошо вилкой. Далее к яйцам добавляем немного соли, половинку чайной ложки смеси разных перцев, примерно 2 столовые ложки майонеза. Затем либо ложкой, либо вилкой все очень хорошо перемешиваем. И после этого вторая половина очень вкусной начинки будет готова. Отставляем ее тоже в сторонку. Далее нам понадобится одна половинка куриного филе, примерно здесь 300 грамм. Полностью все мясо стараемся нарезать небольшими кубиками и отправляем в чашу блендера. Это для того, чтобы блендеру было легче с ним справиться. После мяса в чашу блендера нужно будет отправить половину небольшой луковицы. Сюда же в чашу я добавляю 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку смеси разных перцев. Также вы можете добавить еще свои любимые специи. Затем вливаем сюда молоко. Я вначале влил полстакана, но смело можно сразу же отправлять целый стакан. И еще в эту же чашу нужно вбить 2 куриных яйца. Затем накрываем чашу блендера крышкой и очень хорошо все перемалываем до однородного состояния. Во время перемалывания я все-таки отправил вторую половину стакана молока. Ее можно было отправить заранее, как я говорил. Получившуюся массу в блендере мы отправляем в отдельную глубокую тарелку. Сюда же в тарелку к тесту нужно добавить 2 столовые ложки муки. Ложкой аккуратно муку вмешиваем в тесто из мяса. Еще в это тесто нужно добавить 1 чайную ложку сушеного молотого чеснока. Так как тесто получилось слишком густым, я добавляю еще полстакана молока. И в самом конце 2 столовые ложки подсолнечного масла, после чего нужно все очень хорошо перемешать до однородного состояния. И у вас должно будет получиться тесто такое же, как вы делаете блины, но немножко густоватое. Затем сковородку устанавливаем на небольшой огонь, добавляем на нее небольшое количество подсолнечного масла, дадим ему хорошо раскалиться, равномерно распределив по дну всей сковородки. И после этого нам нужно будет обжарить блины. Смотрите, на одну порцию, на один блин я добавляю 1 черпак. Затем ложкой хорошо равномерно распределяю по всей сковородке, так чтобы нигде не было дырок в этом блине. Смотрите, первый блин будет делаться немножко сложнее. Дальше вы приловчитесь и у вас все будет получаться так, как нужно. Сами блины форму держат очень хорошо, переворачиваются легко, ничего нигде не разлопывается, ничего нигде не разваливается. И таким вот образом нужно будет обжарить полностью все блины. Далее обжаренный блин нужно отправить в отдельную тарелку. Пока вы будете обжаривать второй блин, этот первый вам немножко остынет. Ну и пока будет обжариваться второй блин, смотрите, на первый блин мы добавляем примерно 2 столовые ложки яичной массы, которую мы готовили. И равномерным слоем стараемся распределить ее на большую половину блина. Затем наверх на яичную массу вот такой вот небольшой полоской добавляем примерно 2 столовые ложки морковки с луком. А затем просто все аккуратно сворачиваем таким вот образом, как будто бы вы делаете блинчики с начинкой. Ну и вот точно таким же образом нужно приготовить полностью все блины, которые у вас получатся. Из той порции, что я готовил, у меня получилось ровно 8 штук вот таких вот куриных блинных трубочек. Если честно, я не ожидал, что получится так вкусно. Разрезаем каждую трубочку вот так вот пополам. Конечно, если подавать в кругу семьи, то можно ничего не разрезать. Но посмотрите, какая красота у нас получилась. Оригинальный рецепт должен выглядеть немножко по-другому. Ну а если вы поняли, пишите в комментариях, что именно я заменил. Еще одна такая подсказка, можно трубочки не сворачивать, можно все приготовить в виде торта. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Рекомендую вам с 1000% уверенностью приготовить такое блюдо. Я уверен, оно вам также понравится, как и мне, и его точно можно подавать на любой праздничный стол. На этом у меня на сегодня все. Пишите комментарии, оставляйте свое мнение. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Также не забудьте посмотреть еще один очень вкусный рецепт. Всем пока, всем до скорых встреч!